Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы в условиях карантина решили записать для вас небольшой блиц, для того, чтобы узнать игроков Нави немножечко получше. Самый запомнившийся тебе матч в рамках турниров Blast? Наверное, камбэк с Астралис на Инферно. В Лондоне. Блин, первое, наверное, пришло в голову финал против Непов Blast Копенгаген. Наверное, против Астралис, когда мы были в Лондоне. Тяжелый вопрос, я думаю, матч против Астралис, который был на лайне, где мы закамбэчили. Он, думаю, да. Дополнительный вопрос. Какой тебе Blast из всех понравился больше всего? Потому что вы поездили по очень многим странам и городам в рамках этого турнира. Где тебе понравилось больше всего? Мне очень понравилось в Копенгагене, мне всегда нравилось там Blast, там очень уютная такая атмосфера была, хороший стадион, сумасшедшие фанаты. Мне понравился очень... в плане организации мне почти все бласты очень понравились. Но, наверное, если с точки зрения места, мне очень понравился Бласт Майами. И второй Бласт, это Бласт Копенгаген, потому что мы его выиграли. Хорошо, поехали дальше. Первый лан после ковид, где бы ты хотел его провести? Или Америка, или Германия, Кёльн. Что-нибудь такое. Если честно, вообще без разницы где. Главное, на лане и со всеми командами. Желательно, конечно, болельщиками, если это возможно будет. Но, как мне кажется, в ближайшие полгода вряд ли. Честно, без разницы вообще, на любой лан. На любой. Хорошо. Самый крутой хайлайт каждого из твоих тиммейтов. Можешь ли ты вспомнить такие вот моменты? Егор на рампах против Астралис готовится. Я думаю, Егор 2 эйса в пистиках. И у Егора приемка рамп против Астралис тоже готовится. У Саши, я бы сказал, против Liquid 1-4 на Дасте. Саня у меня ассоциируется с многими хайлайтами, поэтому один какой-то конкретный называть я не стану, я думаю. Сами там как можно кучу их собирать, но, наверное, из тех, которых больше всего мне запомнился, это 1 в 4 Sense на Инферно, когда мы проигрывали, это был очень важный раунд, проиграв его, мы вылетели с турнира, в итоге Саня его вытащил, мы начали тащить, выиграли игру и в итоге выиграли весь турнир. Это был турнир ЦАЦ Шанхай. У Сани это против Liquid готовится. И вот недавний еще момент у Сани с PDC-50 на трейне. У Ильи момент неплохой был в песках на Инферно. Вот даже недавно наш мерч выходил, и там этот момент показывали. У Ильи мне нравится хайлайт, где он, например, с 1 хп 1 в 2 взял против Г2 в готовится, если не ошибаюсь, это было. Для меня лично запомнился момент, я не знаю, какая это игра была, но я после этого момента, тогда он еще не играл в Нави, это было... не помню, может быть, 2 года назад, с P250 на оверпассе момент он убил на фулл эко против фуллбая 4 там на Б по пульке по очереди. Это было очень жестко, и я с того момента подумал, ого, какой жесткий игрок. А у Дениса, надо вспомнить. В песках против Астралис тоже на 14-14 важный ранг, когда он в молотове сгорел, 3 убил, это было очень красиво. Эйс на пистолетке, на нюке, не помню против кого. Там с Глоком жесткий момент был. У Дениса мне запомнилось, то, что сразу пришло в голову 1 в 4 против бегов в Кёльне в финале, в Кёльне в финале, на Дасте. И второй момент, я вспомнил Эйс на оверпассе, там есть за иксом, где он 5 убивает одним спреем, очень жестко. Ладно, следующий вопрос. Лучшая индивидуальная тренировка это? Дезматч и демки. Я думаю, ДМ. Дезматч. Для начала, наверное, это 15-30 минут аимботс, просто размяться. Дальше я захожу на КЗ, 5-15 минут также. Это карта, где прыгать надо. Для того, чтобы почувствовать как-то, движение, если условно с утра, чтобы как-то включиться быстрее. Я всю жизнь играл аимботс очень много. То есть я там мог убивать по 5000 ботов в день и больше даже. Ну и также сейчас тренируюсь я, то есть могу убить 4000 ботов, потом играю ДМ где-то минут 40-50.
Вот, ну и смотрю демки. Это уже больше не про стрельбу, не про индивидуальную игру. Но опять же, смотреть демки, анализировать, это, я бы сказал, тоже входит в индивидуальную игру, потому что ты понимаешь больше макрокартинку и кто где стоит и так далее. Это развивает, в принципе, твои действия потом в будущем, как ты будешь действовать на карте. Какова главная ошибка новичка в CSGO? Я думаю, терять время на какие-то фановые игры. Самая главная ошибка молодых игроков, и это почитерить случайно в юном возрасте и получить какой-то вакбан, да, и из-за этого просто потерять возможность играть на многих турнирах и командах. Хотеть получить все сразу, так сказать. Думать, что ты можешь выиграть один. Мгм. Прекрасно. В какую точку земного шара ты бы мог купить билет в один конец? Ой, это интересный вопрос. Но я все же хотел побывать в Норвегии, наверное. В Норвегии пусть будет. А если тебе Либо там не Канада. понравится, уже не вернуться никуда. Ну, я понимаю. Ну, пусть будет Норвегия или Канада, не знаю. Канада, наверное, возможно, даже. На данный момент, наверное, это является дом. А, М, Ну, просто пока не выбрал, где бы я хотел продолжать жизнь, и не могу сказать, куда бы я смог так с легкостью купить билет в один конец. Остался бы тут, там, где я есть. А как же Майами? Да не знаю, но я же не знаю, куда я уеду, что я уеду. Ну, просто взять и уехать и никогда не вернуться я бы не хотел. Ну, возьмем условно, что это будет не сейчас, а когда-нибудь Не, ну, не потом. сейчас, да. Ну, какие-нибудь острова, какие-нибудь Гавайи, что-нибудь такое. М. Если бы каждое утро ты просыпался под один и тот же трек, что это был бы за трек? У айфона рингтон. В принципе, я просыпался так вот недавно, там у меня каждое утро один и тот же трек играл. Не знаю, кто поет, но вроде песня называется «Дрель». Пусть это будет Слава Мерлоу, слово я напиваюсь. Я так буду. О, Не знаю, что-нибудь, может быть, из Уикенда. Lightning Lights. Ненавижу просыпаться под музыку, очень плохо себя чувствовать начинаю. Я сейчас в последнее время люблю слушать всякие, вот если возьмете любую программу для музыки и введите плейлист там Sleep, как-нибудь так, или ну что-то для сна, такая спокойная музыка, вот советую. Да, у меня бывает, знаешь как, я могу послушать один трек 2 месяца, например, а потом его год вообще не слушать, потому что мне за эти 2 месяца уже надоест. Поэтому. да-да-да, понимаю. Хорошо, ты просыпаешься утром после хорошей такой тусовочки, ничего не помнишь, находишь на своем теле татуировку. Что бы это было? Я думаю, это было бы связано что-то с моим никнеймом, точно. Может быть, даже какой-нибудь там стикер, который я выпускал на мажор. Не знаю, что-нибудь такое. Ну, Хорошо. что-то с бум что-то связано точно было. Не знаю, может быть, я набил бы Flame On, там, слон какой-нибудь, типа просто Огоньки. плюс, я не знаю, да, какой-нибудь огонь. Ну, Я думаю, я бы это не делал никогда на веселе и тем более наспор. Я не из тех людей, которые будут наспор набивать себе тату. Потому что ты будешь с этим по жизни идти, как бы, и люди будут это видеть. Поэтому это должно быть что-то что ты лично сам захотел и обдумал, я считаю. У тебя же нет татуировок, Нет. да? Хотел бы? Ну, такую уже, осознанную имеется в виду. Ну, когда-то хотел, сейчас на данный момент пока эта идея угасла во мне, и думаю, что и так, и без этого мне как бы хорошо. Ну, если просто представить какая-нибудь маленькая на руке. Надеюсь, что хотя бы так. Я все Хоть жду, когда самолет. кто-нибудь скажет про бабочку на пояснице, но это же классика пьяных татуировок. Или чебурашка какой-нибудь. Ну да. Что-нибудь такое, да, или Пикачу, знаешь, какой-нибудь. С чего начинается твое утро? Но обычно, как у всех людей, наверное, просыпаюсь, там, не знаю, полежал 10-15 минут, позалипал в телефоне, потом сходил умылся, позавтракал, ну и индивидуально тренируешься перед командным сбором. Наверное, так, когда день тренировки. иду, умываюсь, там в душ, заказываю завтрак, либо готовят. Дальше сажусь, разминаюсь, там сколько времени есть. Всегда это стакан воды и душ.
Может быть, потом еще кофе. Но это все зависит от того, во сколько оно начинается. Как бы, если я просыпаюсь рано, то я могу успеть некоторые дела. Если я встаю поздно, то как бы есть время проснуться, там умыться и идти уже на тренировку, так скажем.